Всем привет, ребята! Сегодня будем делать ремень. Ремень будем делать. Так, у нас для этого есть ременная полоса, пряжка. Не есть, а что нам для этого надо? Ременная полоса, пряжка, можно один винт, две иголки для работы с кожей. У кого нет иголок для работы с кожей, можно использовать также обычные длинные иголки, как их раньше называли, цыганские, да? Просто взяв и затупил кончик. Вот такие вот иголки толстые. Взяв и затупил вот этот вот кончик, чтобы он не мешал нам при работе. И для этого еще нам нужен кромкорез. У кого нет кромкореза, можно обойтись ножиком обычным канцелярским и наждачкой. Наждачка нужна по-любому, говорю. У меня наждачка от 180 до 3000. Я ее всю использую. Периодически то одну, то вторую еще. Вот такие вот малярные бруски. Это у меня 100-й, по-моему, и 120 номера. В общем, очень удобно шлифовать ими край кожи. Обрабатывать край кожи. Ну и в оконцовке все мы это дело пошлифуем и пропитаем, или посмотрим, или бальзамом, или воск обувной салтановский. Как для меня, еще раз повторюсь, свойства у них очень-очень похожи. Только Салтан дешевле. Приготовим нашу полосу для того, чтобы делать из нее ремень. Подровняли один край кожи. Второй краешек пока подравнивать не буду, так как посмотрим по длине. Нужно будет его подравнивать или просто придадим ему уже конечную форму. Так, здесь с этой стороны мы берем нашу пряжечку и я тут уже наметил, в принципе, себе. Отмечаем мы примерно сантиметров 12, наверное, будет, наверное, 13 даже. Нет, в принципе, 12 хватит. В общем, 12 сантиметров отмечаем. Это получается по 5 и 2 сантиметра на... Полоса у нас шириной 3,8 сантиметра. Размечаем и берем наше шило и делим нашу полосу пополам. Наметили мы 1,9. Так, и для чего же нам все вот это дело надо? А оно нам надо для чего? Оно нам надо для того, чтобы нам наметить середину, где у нас будет отверстие под застежку. Все. Это мы дело отметили. Что мы теперь делаем? Мы берем, можно взять обычный пробойник ручной. Давайте покажу. Вот такой вот обычный пробойник под размер застежки на пряжке. Я же беру свой ручной просто примеряю, какой сюда подойдет. Здесь у меня самый толстый, это 4,5. 4,5. Можно попробовать на куске другой кожи, или это все дело нам подойдет. Попробуем. Так. Что мы видим?
нужно больше. Нужно 5 или даже 6. Значит, будем делать все как вручную. Открываем свой наборчик. Ищем у нас, что здесь, 5, 5 или 6. Сейчас проверим, что нам подойдет. 5 или 6. Также берем наш кусок кожи и делаем в нем отверстие. Так, 5 лучше. 5 лучше. Сейчас посмотрим, как будет 6 у нас. Так. А вот 6 у нас идеально. Значит, берем 6 пробойник 6 миллиметров и делаем отверстие. Этот убираем в сторону. И вот здесь вот подкладываем кожу и делаем отверстие. Стараемся по центру. Есть одно. И второе. Можно даже взять, чтобы убедиться, прислонить линейку, чтобы у нас все было четенько. Вот у нас 1,6. Супер. Так, это мы дело сделали. Так, теперь берем что-то острое. В моем случае это скальпель. У вас может быть обычный канцелярский нож. Повторюсь еще. И прорезаем вот эти вот края. Убираем. Чтобы нам не испортить все это дело, можно подстраховаться линеечкой. Раз. Два. Все. Здесь мы прорезали отверстие под пряжку. Прорезали отверстие. Вот так вот это дело у нас получается теперь. Так. Теперь мы берем наш кромкорез и убираем кромку. Убираем кромку острую, потому что нам острые края не нужны на изделии. Обязательно со второй стороны.
Если у вас что-то там торчит, что-то не срезается, это все дело можно убрать наждачкой. Вначале крупным зерном и постепенно уменьшаете зерно. И постепенно уменьшаете его. Так. Сейчас прохожу кромкорезом по всей полосе. Снимаю кромку, чтобы перейти к вышкуриванию и шлифованию полосы. Ребята, кто там пишет, что хорошо режет вот этот кромкорез из набора китайского, а у вас плохо режет, просто возьмите 3000-ю наждачку, подправьте его немножко, а потом или на пасте, сейчас покажу, я использую пасту Deluxe две степени гридности. И раньше правил просто на пасте Гоя. Вот так вот наносил пасту Гоя на кожу и на ней правил. После этого любой инструмент после правки режет хорошо. Так, ребята, прошелся я по всей полосе, снял кантик. Теперь смотрите, что получается у нас. После одного раза снятия выходит вот такой вот бортик, как мы видим, да? Его можно убрать или наждачкой, убрать, или пройти еще раз легонько кромкорезом и убрать вот этот вот бортик. Так, ребята, прошелся я второй раз, убрал тот кантик, который был. Теперь у нас все это дело стало более овальным. И сейчас буду брать наждачку. Сейчас берем наждачку. Наждачку я возьму 500-ю пока. Такого кусочка хватит с головой. И 500-м прохожу по всей длине нашего будущего ремня. После 500-ки у нас получается вот такой вот краешек. Так, ребята, прошелся я один раз по кругу 240-й, 500-й прошелся наждачкой. Вот так вот все это дело получается. Видно, да? Бортика уже нету. Все получилось заокругленным. Так что дальше беру 1000 и 2000 и пройдемся по разу, и потом покажу вам, что в оконцовочке здесь получается. Зашлифовал я все края. В оконцовочке прошел 2000. Вот так вот все это получилось. Шлифовать воском я не буду. Я просто в конце заполирую бальзамом или воском для обуви. Вот этим вот же.
просто заполирую все вместе с полосой. Здесь я пробил отверстие уже под шов, отступил. Спрашивать же все равно будете, сколько, чего, да как. Отступил сантиметр для шва. Потом здесь еще будет одно отверстие для винта. Будет для винта. Край обрезал. Почему такой формой сделал? Потому что такой формы у нас выходит пряжка. И чтобы все было симметрично, красивенько, сделал такой же формы. Как сделал? Вот при помощи вот этой шайбы. Так. Так. Ну, по отверстиям все равно спрашивать будете. По отверстиям я делаю так. Отступаю 10 сантиметров на начало ремня. И каждая дырка, в зависимости от длины, у меня или 2,5 сантиметра, или 3 сантиметра. В этом ремне я сделал через 3 сантиметра отверстие под пряжку. Так что как-то так. Сейчас буду сшивать, ставить винт и полировать ремень. Так, как сшивается, я думаю, вы знаете, но давайте я вам все-таки покажу. Кто не знает, как заправить нитку правильно. Так, нитка вощеная, плетеная. Берем просто в иголку, просовываем, отступаю где-то сантиметра 3, прокалываем ее. И вот так вот все это дело затягиваем. Все, нитка у вас не вылазит и в отверстие замечательно проходит. Также делаем со второй нитью. Также прокалываем. Если что-то там сбоку, то не серчайте сильно. Я смотрю, чтобы не проколоть себе палец. И вот так. Все. Теперь ставим пряжку и сшиваем все это дело. Я думаю, как сшивать, вы все знаете, если занимаетесь кожей. Если не знаете, переходите на Boosted. Подписывайтесь, спрашивайте. Я буду отдельно снимать по всем интересующим вопросам, в зависимости от подписки вашей, видео. Что вас интересует, то я буду делать. Показывать до мельчайших подробностей. Возможно такое, что даже буду запускать онлайн трансляции, и какое-то изделие, которое наберет больше лайков, там всего остального, по тому изделию будем делать, так скажем, мастер-класс, изготавливать вживую вот вместе с вами, скажем так. Так, ну, а я буду пока сшивать ремень. Вот так вот все получилось. Вот так вот я прошил. Здесь поставил один винт, одного хватит с головой. Ну а сейчас буду полировать. Беру я Салтон, так как вот с этим бальзамом они что по запаху похожи, что по консистенции. Разницы большой я не увидел вообще. Что от этого, что от того, одинаково. Так что беру проверенный Салтон. Беру поролон и наношу на кожу.
кожа получается такая более насыщенный цвет у кожи. Немножко пропитается. Так, нанесли мы наш воск. И теперь берем обычный носок, которым я заполировываю воск шерстяной. И все это дело хорошенько втираем, растираем. Ну и на этом все. Вот такой вот получился у нас ремень. Понравилось, ставьте лайк, спрашивайте, задавайте вопросы. Кому интересно более подробнее, пожалуйста, ссылочка в описании, проходите, подписывайтесь. Будем делать подробный контент. На этом все. Всем хорошего настроения, хороших работ вам и пока-пока.